Всем привет и добро пожаловать на наш очередной лайвстрим, посвященный функциональным возможностям программы Inobitec DICOM просмотрщик в редакции Pro и их практическому применению на различных кейсах, которыми делятся наши пользователи и ведущие специалисты из сферы здравоохранения по всему миру. Сегодняшний стрим мы решили проводить на русском языке, и наш сегодняшний гость из России Дмитрий Измалков, врач-рентгенолог и заведующий кафедрой лучевой диагностики и онкологии института «Эксперт». Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Расскажите немного о вашей работе в институте «Эксперт» и каким образом наша программа позволяет решать ваши актуальные задачи. Ну, вообще в нашем институте чем мы занимаемся? Это обучение врачей-рентгенологов, МР-диагностики, КТ-диагностики. По МРТ мы обучаем врачей на разных видах курсов. Это наш один из основных базовый курс, на котором занятия проводятся у нас в режиме общения очного, ну, с использованием дистанционных средств. Кроме того, у нас имеются курсы полностью дистанционные. Обучение проводится на нашем портале образовательном. И то же самое по КТ. Дистанционные курсы, полностью проводимые на портале образовательном. И при всем при этом вы обучаете будущих специалистов с помощью нашей программы, правильно я понимаю? Да, наши все исследования, которые у нас загружаются для описаний, они у нас записываются в просмотрщике вашем. Облегченная версия, но однако это все используется для работы с исследованиями. Кроме того, в своей сети мы в настоящее время пользуемся данной программой. Собственно, все работающие врачи ее используют. И как раз я хотел отметить, что сегодняшний выпуск мы решили приурочить к выходу очередного релиза, который состоится в декабре, и в котором многие специалисты найдут для себя новые удобные функции. Ну а центральной фичей, как мы говорим, является новый алгоритм трассировки и построения границ в модуле анализа сосудов. И Дмитрий любезно вызвался нам помочь и рассказать на примере практических кейсов, как они используют этот модуль, и рассказать еще о нескольких функциях работы в программе. Дмитрий, пожалуйста, вам слово. С удовольствием рассмотрим ваши кейсы и выслушаем вас. Так, коллеги, ну, начнем с первого исследования. Значит, сразу замечу, что работаем мы в данной программе на обычном компьютере. Это могут быть стандартные стационарные компьютеры или же ноутбуки. В данном случае мы работаем на ноутбуке. Для того, чтобы нам запустить модуль анализа сосудов, мы выбираем в исследовании, в данном случае компьютерно-томографическое исследование брахиоцефальных артерий, мы выбираем серию с введением контраста. Запускаем кнопочку модуль анализа сосудов. И в данном окне нам нужно выбрать нативную серию для того, чтобы программа произвела вычитание костных структур, для того, чтобы сосуды были более наглядно видны. Проводится обсчет. Мы видим 3D-модель сосудистой сети. В трех окошках других это у нас обычные ортогональные проекции, плоскости точнее. Ну и давайте посмотрим, что мы здесь видим. Сразу на 3D-модели мы видим признаки наличия сосудистой мальформации, а именно артериовенозной мальформации в правом полушарии головного мозга. В данном конкретном примере что мы можем сделать? Ну, естественно, как любой врач лучевой диагностики, мы можем оценить данную мальформацию, измерить ее размеры, оценить приток, в данном случае это бассейн правой среднемозговой артерии, оценить отток, мы хорошо видим вены, в которые дренируется данная мальформация. Кроме того, мы можем произвести экспорт нужных нам изображений в формат DICOM или же в графический формат, для того, чтобы уже клиницист мог это все воочию наглядно увидеть, не производя никаких самостоятельных попыток что-то там
настроить визуализации, а уже получить готовые наглядные изображения. Для этого, чтобы сделать экспорт, мы выбираем вид, скажем так, да, данной 3D-модели, в каком виде мы хотим ее экспортировать. Мы можем сделать несколько снимков. Ну, я покажу на примере одного. Заходим в опцию «Экспорт изображений». Выбираем, в каком формате хотим экспортировать, формат DICOM или в графическое изображение. Можно сделать и то, и другое. А в данном случае выбираем экспорт DICOM, создаем новую серию, называем ее или по умолчанию оставляем название, ставим исходные данные изображения, нажимаем ОК. И мы видим, что у нас появилась данная серия изображений. Если мы хотим экспортировать в графический формат, заходим туда же, выбираем экспорт в изображение, указываем путь, например, рабочий стол, даем название файлу, выбираем формат JPEG, PNG, обычные графические форматы. И выбираем также все изображение, чтобы экспортировать. Вот наше экспортированное изображение. Таких изображений мы можем сделать столько, сколько нужно. И таким образом пациент, принеся данные своего исследования лечащему врачу, уже будет иметь необходимый набор изображений, чтобы можно было все быстренько оценить масштаб патологического процесса. Я так понимаю, что это очень удобная функция для клиницистов. И еще одна... Да. Да, потому что клиницисты по-разному могут владеть навыками работы с программными просмотрщиками. Кто-то этого опыта не имеет, кто-то очень хорошо обращается с просмотрщиком. Так вот, чтобы клиницист не занимался вот этой работой, да, отвлекался на попытку построения такой 3D-модели, мы все можем за него сделать и предоставить именно эти данные. Обычно либо он может приобрести на Битек и делать это тоже за 2 клика буквально. Ну, да, им надо будет только научиться этому, потому что у них своя работа, у нас своя. Мы частенько работаем в этих программах, а они так. Согласен. Я хотел бы еще один комментарий дать зрителям. Если вдруг в процессе трансляции какие-то возникают вопросы к Дмитрию или ко мне, вы можете задавать их в чате. Я буду послеживать за чатом, и самые интересные вопросы буду озвучивать, и мы с Дмитрием их обсудим. Можете продолжать, Дмитрий. Переходим к следующему исследованию. Повторяем весь путь, алгоритм, выбираем постконтрастную серию, нажимаем «Анализ сосудов», окошко для выбора нативной серии, чтобы вычесть костные структуры. Видим 3D-модель. Ну и на этой 3D-модели мы можем обнаружить мешочатую аневризму левой внутриносонной артерии на уровне сифона. Можем произвести дополнительное построение сосуда, изображение сосуда, чтобы получше понять параметры этой аневризмы. Для этого выбираем функцию построения центральной оси сосуда или выделения, можно сказать, сосуда. Есть несколько режимов. Есть по одной точке, когда автоматически будет выстроена линия, или по 2 точкам, когда нам нужен определенный отрезок. Мы возьмем режим по 2 точкам, ставим на какой-то участок интересующего нас сосуда, ставим на второй участок. Вот у нас сформировалась центральная ось данного сосуда. В этом окне мы видим криволинейную развертку данного сосуда. Если, например, нас не устраивает формирование центральной линии, в данном случае центральная линия зашла немножечко в аневризму, мы можем эту центральную линию вручную откорректировать. Например, убрать лишние точки, и мы видим хорошо эту мешочатую аневризму. Что можем легко сделать на данном изображении? Это изображение условно считается плоским в продольном сечении оцениваемого сосуда и, соответственно, аневризмы. Можем легко ее измерить. Размер. Можем измерить шейку этой аневризмы. Опять же, все эти данные мы можем легко экспортировать, и нейрохирург уже получит конкретные данные, четкие. Вот. Ну, повторять экспорт не буду. Алгоритм абсолютно тот же самый.
Идем дальше. Снова открываем анализ сосудов. Удалим кости. А это что за кейс? В данном случае мы сейчас будем рассматривать базилярную артерию и именно расширение, дилатацию ее, что будет являться, скажем так, состоянием, предшествующим формированию фузиформной аневризмы. Вот интересующая нас артерия. Опять же, выделяем ее для анализа. Видим криволинейная развертка. Для дополнительных расчетов с сосудом мы заходим непосредственно в режим анализа сосуда. У нас формируется уже прямолинейная развертка данного исследуемого сосуда. Мы видим внизу гистограмму. Гистограмма нам показывает разницу диаметров на разных участках этого сосуда. Отмечает участки более мелкого диаметра и увеличенного диаметра. При этом нужно понимать, что пометка красным в данном примере, она является отметкой на достаточно физиологическом уровне с нормальным диаметром базилярной артерии. А вот как раз то, что зеленое, но крупное, да, высоко поднимается гистограмма, это участок патологического увеличения диаметра. В правом верхнем углу мы видим небольшое окошко с поперечным сечением данного сосуда. И мы можем заметить, что в данном случае нам автоматически считается площадь просвета и два диаметра. Также автоматически подсчитываются 6 мм короткий диаметр и 6,37 длинный диаметр данного сосуда. И мы быстро фиксируем данное расстояние. Дополнительно можем задать референсный срез, чтобы увидеть, каков нормальный диаметр, неизмененный диаметр данного сосуда. Кроме того, небольшой комментарий, кстати, по гистограмме. Она на самом деле носит исключительно визуальный характер, скажем так, она подсказывает специалисту о каких-то изменениях, но в любом случае заключение делает непосредственно специалист, и сделать эту гистограмму универсальной, чтобы она каждый раз определяла там какие-то экстремальные или патологические границы, ее практически невозможно, поэтому каждый раз параметры или измерения, которые показываются в программе, они в любом случае должны быть соответствующим образом интерпретированы специалистом. Очень хорошее замечание, потому что мы всегда помним, когда мы работаем со средствами постобработки в лучевой диагностике, мы всегда учитываем, что эти средства постобработки могут иметь определенные погрешности, и рентгенолог должен сам контролировать, он должен отвечать за сформулированное описание и заключение, и поэтому все нужно проверять дополнительно. Вот когда мы видим, что расчеты соответствуют истине, видим правильное выделение внутреннего просвета сосуда, вот мы понимаем, что здесь ошибки нету. И, как правильно вы заметили, гистограмма эта, она позволяет быстренько заметить какие-то отклоняющиеся от среднего значения показатели. То есть она не говорит о том, что красное – это патология. Это просто самый минимальный уровень на данном участке. Кроме получения параметров диаметра сосуда, мы можем использовать специальный инструмент измерения в этом анализе сосуда, да, чтобы отметить, например, протяженность какого-то участка, и параметры диаметров на данном участке нам тоже доступны для оценки. Например, средний короткий диаметр, минимальный короткий диаметр на данном участке. Так, идем дальше. А в данном примере мы уже рассмотрим непосредственно фузиформную аневризму базилярной артерии. Если предыдущий случай он был пограничным, требующим оценки у клинициста, то в данном примере мы уже можем точно, однозначно высказываться. Обратите внимание, в данном примере у нас не удалился стол автоматически. Какие-то были препятствия для этого, возможно, не совпадали у нас параметры сканирования нативной и постконтрастной фаз.
Для того, чтобы удалить стол, мы можем использовать инструмент ножницы. Эти ножницы имеют два вида. Либо один вид – это выделение участка, который мы хотим удалить, либо второй вариант – это удалить связанную область. То есть удаляются все связанные друг с другом воксели. Поэтому 2 клика мы удалили большой участок ненужного нам для визуализации стола. Ну, на 3D-модели мы очень хорошо видим вызывающий вопросы патологический участок. Давайте его оценить. Опять же, ставлю 2 точки на интересующем меня участке. Этот участок может быть длинным на всю длину сосуда, либо небольшим. Криволинейная развертка. Видим сосуд, заходим в анализ и видим, что вот этот участок соответствует локальному фузиформному расширению данного сосуда. Замечу, что, например, в данный момент мы на этом изображении видим немножечко отклоняющуюся от ожидаемой линию просвет сосуда. Это все можно скорректировать. Я выбрал инструмент корректировка границы и вручную все это корректирую. В поперечном сечении видим параметры диаметра сосуда. Он доходит до 6 миллиметров. Можем выделить интересующий нас участок. Он составляет около 8 миллиметров. Максимальным диаметром 6-6,5 миллиметров. Локальная фузиформная аневризма. Переходим к следующему примеру. Пока вы открываете следующее исследование, озвучу вопрос в чате и сразу отвечу на него. Пользователь интересуется про работу программы и, в принципе, на каких платформах мы ее выпускаем. Нет, она не только на Windows работает, мы выпускаем программу практически под все самые популярные операционные системы. Windows, macOS и Linux, включая отечественные Linux и другие. Поэтому мы доступны практически на всех платформах. Все эти версии можно скачать, все дистрибутивы расположены у нас на сайте, их можно скачать и воспользоваться пробными версиями, как раз потестировать алгоритмы на своих компьютерах. Чуть позже мы опубликуем ссылку на наш сайт, где можно скачать эти версии. Продолжайте, Дмитрий, спасибо. Так, обсчет у нас здесь уже был произведен, удаление костных структур. Видим, что здесь челюсти не получилось удалить полностью. Опять же, возможно, погрешность при сканировании, изменил пациент положение тела, и поэтому не совпадали зоны сканирования. Воспользуемся ножницами. В данном случае мы воспользуемся более такими привычными ножницами, которыми мы удаляем необходимую область. Все, готово. Удаление произведено. И на данном примере мы видим участок локального сужения просвета в области устья левой внутреннесонной артерии. Давайте посмотрим, что там с диаметром. Опять же, движение развертка. И тут мы видим уже причину. Кальцинированная атеросклеротическая бляшка, которая расположена в стенке сосуда. И, естественно, ожидаемо она приводит к формированию сужения просвета сосуда.
Красным мы видим, отмечается участок, отличающийся, как я уже говорил, от средних значений в меньшую сторону. И, соответственно, нам легко обнаружить, что как раз именно этому участку соответствует наличие бляшки. Давайте посмотрим, что у нас по диаметру. Диаметр короткий на данном участке составляет 1,8 мм, длинный диаметр составляет 2,5, почти 2,6 мм. Вот. Такая разница диаметров связана с как раз-таки изменением формы просвета сосуда на фоне формирования бляшки. Он становится более уплощенным. И давайте посмотрим, какова степень стеноза на данном уровне. Мы воспользуемся формулой Насцет. Для этого мы знаем, что в данной формуле нам интересен диаметр сосуда на уровне стеноза и диаметр сосуда дистальнее уровня стеноза. В данном случае дистальный отдел у нас на этом участке. Нажимаем правую кнопку и выбираем «Добавить референс». Это будет срез, который будет использоваться для расчета нормального, точнее, использоваться как нормальный для расчета степени стеноза. При этом обратите внимание, что процент стеноза высчитывается уже автоматически, в зависимости от значения диаметра сосуда здесь и здесь. То есть это у нас референсный участок, а это у нас патологический участок. Расчет стеноза проводится по двум видам: стеноз по диаметру. В данном случае он доходит до 32%, если использовать короткий диаметр. И стеноз по площади составляет 47%. Легко и просто. Естественно, лучше будет, если в итоге вы проверите все это дело вручную, но, однако, быстренько уже сориентироваться можно с данным состоянием. Так, коллеги, теперь мы посмотрим МР-исследование. И в данном примере у нас достаточно распространенный режим фазовой контрастной ангиографии, который содержит в себе два вида изображения: структурные томограммы и изображение с кровотоком. Для того, чтобы нам произвести расчет в модуле анализа сосудов, нам нужно экспортировать фазу с кровотоком. Для этого заходим в известный нам уже инструмент экспорт изображений, выбираем формат DICOM, создаем новую серию, выбираем изображение текущей фазы. Нам нужны все изображения фазы, которую мы выбрали, исходные данные изображения. Происходит экспорт, это можно закрыть. Мы видим, у нас появилась экспортированная серия с изображениями только кровотока. Выбираем кнопочку «Анализ сосудов» и попадаем в привычный уже нам модуль анализа сосудов. Видим изображение. Можем выбрать разные цветовые схемы. И мы здесь видим мешочатые аневризмы, опять же, в типичной локализации в области сифонов внутренних сонных артерий, в данном случае двусторонние. Вопрос, кстати, по цветовым таблицам. Да. Специалисты вообще, ну, это индивидуальная какая-то история по работе с таблицами, то есть кому как удобно, все такие включают. Обычно да. Да. Более привычный вид – это шкала Серова. Вот. При работе с 3D-моделью, именно с 3D-моделью, и при работе в данном случае в модуле анализа сосудов удобнее использовать изображение, вот, как бы, вариант ткани, да. Потому что сама модель выглядит более детализованной, да, поверхности отображаются. В случае, если уровень серого используют, то поверхности там уже не могут сформироваться, как бы, да, поверхность сосуда. Там все это дело более плоское. Опять же, криволинейная развертка. И вот мы видим вот та самая аневризма, которая сформировалась обычной линейкой. Измеряем ее. В чем удобство данного измерения? Потому что она получается сформирована плоской, данная аневризма. Поэтому ее протяженность мы получаем
более просто, скажем так. Мы не зависим от объемной реконструкции, мы не зависим от плоскости реконструкции, если используем MPR-режим, например. Вот она уже изначально имеет сечение вдоль длинника. Это пример с МРТ. Непосредственно по сосудам у меня все. Сейчас я бы хотел поделиться некоторыми удобными моментами, которые помогают уже в рутинной деятельности врача лучевой диагностики, врача МРТ. Все предыдущие примеры, за исключением последнего, были связаны с компьютерно-томографическим исследованием сосудов. Вот. Но что касаемо классического, скажем так, МРТ. Дмитрий, а можно перед тем, как мы перейдем к другим функциям, просто такое краткое резюме небольшое вас как специалиста по работе модуля и, конечно, может быть, какие-то пожелания? На самом деле, какая существует проблема при анализе сосудов? Безусловно, можно всегда посмотреть обычные плоские изображения, так называемые сырые данные обследования сосудов. А это будут обычные аксиальные томограммы, компьютерные томограммы головного мозга, шейного отдела с визуализируемыми на этом уровне сосудами. Нередко нам хочется поподробнее чуть-чуть увидеть общую картину сосудистого русла в целом, изображение какого-то патологического участка. Вот. И для этого используются различные программы постобработки, которые поставляются зачастую в рамках рабочих станций. Вот. И там можно производить эти расчеты. Однако масштабировать данные рабочей станции практически невозможно. За ними может работать только непосредственно человек, работающий на смене, и кто-то другой уже за ней работать не может. И всегда вот такое специализированное исследование сосудов требовало больших ресурсов, чем просто компьютер и просто обычный, в кавычках, данный вьювер уже не называется обычным, стандартный, можно сказать, вьювер, к которому все привыкли. Вот. Собственно говоря, данный вьювер обладает этим функционалом, который уже сопоставим с работой различных более узкоспециализированных программ для анализа сосудов. Спасибо большое. Другой функционал, который вы хотели бы осветить, он часто используется конкретно в вашей практике. Почему именно его вы выделили? Чем он показался вам интересным? В моей, и я думаю, не только в моей. Вот, но при этом, когда я начал использовать это, мне показалось это очень удобно. Первое, да, что продемонстрирую, это известное, я думаю, всем диффузионно-взвешенное изображение. А именно карта измеряемого коэффициента диффузии. На сегодняшний день диффузионно-взвешенное изображение является, можно сказать, неотъемлемой частью МР-диагностики. Уже в некоторых аспектах это является основной программой для диагностики. Если говорить про головной мозг, то, безусловно, в первую очередь это диагностика ишемического инсульта, особенно его ранних стадий. В данном примере мы можем наблюдать демонстрацию острейшей стадии ишемического инсульта, который еще не проявляется на стандартных последовательностях, например, T2-флайер изображений, но, однако, хорошо заметен на диффузионно-взвешенных изображениях. Кто работал с диффузионно-взвешенными изображениями, прекрасно знает, что помимо так называемого истинного ограничения диффузии, существует еще и ложное ограничение диффузии. Как нам отличить истинное и ложное? Для этого используются карты измеряемого коэффициента диффузии. Эти карты, они формируются путем математической обработки исходных данных диффузионно-взвешенных изображений. И, как мы привыкли, они всегда у нас имеются в наличии, потому что они строятся на хосте, на компьютере, за которым работает рентген-лаборант, практически автоматически. Однако существует много ситуаций, когда этих карт у нас нет. Она могла быть не переброшена на PACS-сервер. Она, возможно, строится не автоматически, а вручную рентген-лаборантом, а он забыл это сделать. А в некоторых случаях даже бывает так, что у томографа отсутствует программное обеспечение для построения ИКД-карт. Оно платное, в платном пакете математической обработки. И врачам ничего не остается, кроме как довольствоваться диффузионно-взвешенными изображениями без ИКД-карт, при этом надеяться на то, что они действительно видят истинное ограничение диффузии, а не псевдоограничение диффузии. В рамках ишемического инсульта, говоря про острую стадию, конечно,
картина достаточно классическая и типичная. Вот. Но все-таки, если у нас нету карты, что нам делать? Конечно, можно воспользоваться сложными формулами, попытаться вручную построить, но мы получим только на листочке цифру. Вот. Визуально, как это все можно сделать, в данной программе инструментарий построения карт измеряемого коэффициента диффузии. Что нам нужно сделать? Нам нужно открыть всего лишь диффузионно взвешенное изображение, отсортировать изображение по позиции и фазе, нажимаем правой кнопкой мыши на изображение, заходим в пункт сортировка изображений и выбираем пункт «Сортировать по позиции и фазе изображения». Мы видим, что вверху у нас появляется вот такой бегуночек горизонтальный. Выбираем последнюю фазу и нажимаем на кнопочку «Измеряемый коэффициент диффузии». Вуаля! За 1 секунду у нас готова карта. В данном исследовании у нас присутствует нативная, скажем так, карта. Давайте сравним их по информативности. Они абсолютно совпадают. Патологический участок имеет гипоинтенсивный сигнал, будучи гиперинтенсивным на диффузионно взвешенных изображениях. Это означает истинное ограничение диффузии. И мы уверены 99,9%, что это именно острейшая фаза ишемического инсульта. Здорово. Дмитрий, а можно немножко откатиться на шажок назад? И я такой вопрос задам, может быть, глупый, просто. А можете объяснить вкратце физику вообще диффузии, как это работает, как это помогает определять патологические участки? Да. Значит, что означает диффузионно взвешенное изображение? Это изображения, в которых оценивается диффузия. Диффузия – это общий физический процесс, протекающий во всех абсолютно средах, объектах, веществах. Это некоторое перемещение протонов, атомов, молекул. В организме, само собой, этот процесс точно так же протекает и достаточно активно. При этом ткани человеческого организма, они отличаются по скорости этой диффузии. В каких-то тканях, например, в жидкостях, цереброспинальная жидкость, заполняющая желудочки мозга, этот процесс достаточно активный и интенсивный, потому что вода там не связана ничем, не имеет препятствий и свободно диффундирует. Однако в некоторых тканях диффузия более низкая, например, в центральной нервной системе, потому что она достаточно имеет высокоупорядоченную структуру с большим количеством волокон белого вещества, изолированных миелиновыми оболочками, поэтому свободная беспорядочная диффузия там невозможна. Там процессы протекают вдоль волокон исключительно. Вот. Но при этом они все равно протекают на физиологическом уровне. Ряд патологических процессов, которые могут возникать у человека, они приводят к тому, что данная диффузия свободная, скажем так, естественная, физиологическая, нарушается. Это может быть клеточный отек, связанный, например, с острой ишемией. Или это может быть рост злокачественных опухолей, когда увеличивается количество клеток в объеме ткани. И это тоже будет являться препятствием для свободной диффузии. И именно эти процессы мы с легкостью можем на диффузионно взвешенных изображениях обнаруживать, устанавливать. Здорово. Спасибо, Дмитрий. А подскажите, пожалуйста, а какой стаж вашей работы, вы мне уже говорили вначале, я еще не озвучивал, 11 лет врачом-рентгенологом, а именно в обучении какой у вас стаж? Непосредственно обучением я занимаюсь уже 7 лет. Здорово. Это видно. Вот вы прямо сейчас рассказали про диффузию, я все понял. Спасибо. Так, а следующее у нас что с вами? Так, значит, следующий пример, тоже крайне актуальный. Это предстательная железа. Все, кто работает в МРТ, прекрасно знают, что предстательная железа неотделима от диффузии, потому что при оценке рака предстательной железы используется система Пайрац. И согласно этой системе, диффузионно взвешенные изображения имеют важнейшую роль. Но, собственно говоря, возвращаемся к непосредственно оценке диффузионно взвешенных изображений. И что я бы еще хотел сказать про данный алгоритм работы построения КД-карт. Если мы будем, скажем так, использовать нативные карты и диффузионно взвешенные изображения, то нам всегда приходится бегать глазом с одного изображения на другое, пытаясь сопоставить участок гиперинтенсивного сигнала на DVI и пониженного сигнала на КД-карте. С применением данной
функции построения карт, мы можем фокусировать свой взгляд на интересующем нас участке и, нажимая кнопку, сразу видеть, как он меняет свою характеристику. Например, мы видим гиперинтенсивный очаг, нажимаем кнопку и видим, как он превращается в гипоинтенсивный. Повышенный сигнал. Смотрим, он меняется на пониженный. И с легкостью мы понимаем, что действительно здесь есть такой, скажем так, эффект инверсии сигнала, когда он был гипер, стал гипо. Это отражает именно истинное ограничение диффузии. И, кстати, в данном примере у нас ИКД-карты отсутствуют, и мы их получили с помощью данного функционала. Не менее важным является оценка печени. И там также огромное количество нюансов, сложностей и прочего. Брюшная полость достаточно коварная область, поскольку при МР-исследованиях нередко там бывают различные так называемые артефакты, связанные с дыханием пациента, когда во время сканирования он делает, например, глубокий вдох или не может ритмично дышать, поэтому изображение бывает и прыгает, и смазанное может быть. И в таком случае, опять же, возникает некоторая сложность в оценке очаговых изменений печени. Кроме того, некоторые патологические процессы не так явно себя проявляют, например, на стандартных Т2 изображениях, однако на диффузионно взвешенных изображениях они будут достаточно заметны. И вот посмотрим данный пример. Видим Т2 изображение и диффузионно взвешенное изображение. И тут же на DVI изображении мы видим несколько очагов повышенного сигнала, которые слабо различимы на Т2 изображении. Нажимаем кнопку построения КД-карты, и мы видим, что происходит неблагоприятное, скажем так, явление для пациента, а именно понижение сигнала в этих очагах, что говорит о том, что, скорее всего, это метастатическое поражение печени, каким-то онкологическим процессом, который есть у этого пациента. Опять же, мы если посмотрим в список серий, которые были проведены данному пациенту, мы видим, что ИКД-карты нету. А без ИКД-карты сказать, что это за очаги, это, например, гемангиомы, доброкачественные изменения, которые могут никак себя не проявлять, десятилетиями находиться у пациента, и обнаружит он их случайно при каком-то обследовании по какому-то другому поводу. Или же это злокачественные очаги, можно сказать нам именно ИКД-карта. Гемангиомы, они характеризуются тем, что в них отсутствует понижение сигнала на картах ИКД, однако присутствует гиперинтенсивный сигнал на диффузионно взвешенных изображениях. То есть на DVI изображениях они могут имитировать метастазы, или метастазы могут имитировать гемангиомы. Но метастазы понижают сигнал свой, гемангиомы же остаются гиперинтенсивными, потому что в них нет ограничений диффузии. Следующий пример, который я бы хотел продемонстрировать, это оценка МРТ молочных желез. Тоже актуальная история. Очень актуальная, потому что сегодня роль МРТ, скажем так, все более возрастает. Особенно она возрастает в разных сложных случаях, когда классическая маммография, наиболее распространенный метод, скрининговый метод, может быть неэффективна, и результаты данной маммографии могут быть какие-то сомнительные. МРТ позволяет выявлять мелкие очаги рака, своевременно проводить лечение с хорошими отдаленными результатами. Но для этого нам нужно его выявить. Чем нам поможет данная программа? Значит, первое, что бы я хотел продемонстрировать, это построение МПР-реконструкции с суммацией сигнала от всего объема молочной железы. Для чего это можно делать? Для того, чтобы сразу увидеть очаг раннего усиления. Мы открываем динамическую серию контрастирования и заходим в пункт МПР-реконструкция, мультипланарная реконструкция. Этот режим позволяет построить 3 плоскости из одной исходной. В нашем случае аксиальная плоскость является исходной, и мы получаем корональную, сагитальную плоскости. Но нам даже не эти плоскости нужны, а нам нужна все та же аксиальная плоскость, с которой мы проведем некоторые манипуляции. Заходим в режим МИП. Это проекция максимальной интенсивности сигнала. Режим, в котором
пиксели с самым ярким сигналом как бы формируют получаемое изображение. Увеличиваем толщину. При этом мы должны добиться того, чтобы у нас весь объем железы, вот я толщину аксиального среза увеличил максимально, чтобы весь объем железы попал в один срез. Данный срез аксиальный. Хоть мы и можем его перелистывать, но в этом нет большого смысла, потому что у нас в этот один срез попадает весь объем железы. Мы можем переключить фазу, и мы видим, что сразу же, как только у нас контраст появляется в артерии, у нас виден какой-то очаг. При этом, если мы пролистаем, мы видим, что данный очаг теряет свою интенсивность. Он сравнивается с окружающими тканями, что для специалиста, который занимается диагностикой рака молочной железы, уже является ответом на диагностический поиск. Это мы сразу понимаем, что очаг с вероятным раком. Что еще можем сделать? Мы можем очень легко и просто построить кривые контрастирования. Опять же, открываем динамическую серию, сортируем ее по позиции и фазе, заходим в пункт меню изображений, выбираем режим перфузии. Выбираем тип изображений Т1, Т2 и, обнаружив участок патологического контрастирования, выбираем инструмент для оценки его параметров и получаем график. Буквально парой нажатий клавиши мыши. Видим пик раннего усиления и падение интенсивности последующей. Падение интенсивности называется термином washout или вымывание. И очень патогномонично для злокачественных опухолей. Данный график мы можем просто-напросто, допустим, снимком экрана вставить в протокол для наглядности, для подтверждения нашего мнения, которое мы сформировали путем анализа данного исследования. Здорово. Перед тем, как мы перейдем к последнему кейсу, хочу обратить внимание, что в чате мы опубликовали ссылку на скачивание дистрибутива программы для любой платформы. Можно воспользоваться этим и скачать, попробовать самостоятельно построить карты, посмотреть исследования, проанализировать сосуды, как угодно это все будет работать. И еще один вопросик появился. Даже не вопросик, а комментарий, благодарность. Спасибо, что показали, как переключить фазы на МПР. Не мог найти человека. Вот. Ну, на самом деле, программа достаточно интуитивная. Чем больше времени вы в ней проводите, тем больше обучаетесь. Так, наверное, совсем. В целом, если есть какие-то отдельные вопросы, мы обязательно оставим контакты. Всегда есть у нас чат на сайте, есть почта электронная, есть телефон многоканальный. Звоните, мы всегда на ваши вопросы ответим. Мы всегда открыты для общения и помощи нашим пользователям. Дмитрий, да, возвращаю вам слово. Да. Вы сказали про интуитивность. Я бы тоже со своей стороны хотел бы добавить, что достаточно большой опыт использования разных программ у меня имеется. И данную программу я отношу в категорию наиболее удобных программ для работы, потому что большинство функций здесь под рукой. Все быстро включается, все быстро доступно. Вот, поэтому это очень достаточно серьезный плюс. Но мы на самом деле стараемся этот фактор повышать, потому что постоянная обратная связь от наших пользователей, она помогает нам совершенствовать этот компонент, и мы делаем это с удовольствием, тем более, что у нас версии новые нашей программы выходят 4 раза в год, и с такой периодичностью мы развиваем программу достаточно активно, повышая в том числе и интуитивность, и функциональную наполняемость. И находясь постоянно в контакте с нашими пользователями, поэтому мы стараемся сделать все максимально удобно.
И фактор, который самый важный здесь, это время. Мы стараемся экономить время в медицине, в здравоохранении. Это фактор ключевой. Ну что, перехожу к последнему Да, случаю. Тут я бы хотел пожалуйста. продемонстрировать достаточно интересный момент, модуль оценки коронарного кальция. Вообще, что можно сказать про скрининг коронарного кальция в целом? Это компьютерно-томографическое исследование. При этом тут есть такая вот интересная вкладочка «Информация о дозе». И мы видим, что в данном исследовании доза составила 80 миллигрей. Если мы посмотрим, например, исследование сосудов обычное, то мы увидим цифру 2700 миллигрей. Ну, при оценке коронарных артерий, при коронарографии, эта цифра составляет немногим больше 1000 миллигрей, то есть практически 1 грей доза, которая используется при данном исследовании. То есть больше, чем в 10 раз меньше доза, но какую информацию мы получаем? При данном исследовании мы получаем информацию, которая позволяет клиницистам сортировать пациентов. Термин «сортировка» – это в медицине достаточно широко используемый термин. Он своими корнями уходит в военную медицину для того, что подразумевает, да, это быстрое оперативное определение тех или иных показаний для операции или же, наоборот, для консервативного лечения или выявления тех пострадавших, которым уже помочь ничем нельзя, и силы хирургов, например, на них не расходовать, потому что огромное количество пострадавших есть, раненых, которым можно помочь. В медицине, в обычной гражданской, это тоже актуально. Пациенты, наблюдающиеся у кардиолога, они имеют несколько путей в своей, скажем так, в своей диагностике, можно так сказать. Некоторым пациентам у некоторых пациентов может возникать желание провести коронарографию, что можно, конечно же, сделать, но однако это процедура, скажем так, с введением контраста, что не всем может быть доступно в силу особенностей состояния организма, ну, а также имеет существенную лучевую нагрузку. Не сказать, что это лучевая нагрузка какая-то критическая, потому что все медицинские процедуры, они регламентированы так или иначе, в том числе лучевая нагрузка, она не просто какая-то там бесконтрольная, все-таки определенная. Так вот, а возможно, данному пациенту нет смысла делать коронарографию. Как это узнать? Это узнать можно с помощью такой процедуры, как кальций-скоринг. Что она делает, эта процедура, что делает это исследование? Оценивает отложение кальция в коронарных сосудах. Все просто. Просто-напросто обычный объем кальция в сосудах. Можно сказать, во всех сосудах сердца. Сканирование легкое, сканирование с малой дозой, сканирование небольшого участка исключительно лишь сердца. При этом, при данном исследовании важно при оценке помнить, что она ни в коем случае нельзя захватывать в подсчет любой другой кальций, который находится в костях или же в сердечных клапанах. Например, вот здесь мы видим небольшие маленькие очишки отложения кальция, которые вряд ли, конечно же, повлияли бы на результат данного пациента, но все-таки мы должны это помнить. Сам по себе подсчет кальция, да, условно говоря, простой. Что стоит взять, подсчитать кальций? Но как это сделать? Данные алгоритмы присутствуют, опять же, на рабочих станциях, что недоступно в широком применении. И в данной программе данный инструментарий присутствует. Для этого мы открываем обычный двухмерный просмотр исследования, который мы используем в подавляющем большинстве исследований, и нажимаем на такую кнопочку, как «Оценка кальция». У нас появляется табличка небольшая, которая будет заполняться. В табличке есть 4 артерии, которые нужны нам исключительно для порядка в этой таблице. При этом мы получим итоговый результат, который сможем оценить. Для того, чтобы нам подсчитать кальций, выделяем какую-либо артерию, например, левая коронарная артерия, ищем ее. И инструментом эллипс, который мы выбрали, просто выделяем участки с высокой плотностью. Нам не нужно соблюдать какую-то точность, выделять только этот участок. Мы можем делать большие выделения. Мы можем вообще
сделать выделение на весь объем сердца, но однако тогда таблица у нас будет не структурирована немножко. Итоговый результат, повторюсь, будет соответствовать норме, потому что программа сама высчитывает объем кальция в данном участке. Ну, просто чтобы наш экран выглядел более аккуратным, мы, конечно, стараемся, чтобы наши инструменты были покомпактнее. Срез за срезом выделяем, не стремясь добиться максимальной точности. Главное, чтобы у нас не попало лишнего, и в целом патологический участок, чтобы попал в наше выделение. Собственно говоря, процедуру завершили, имеем табличку. В этой табличке 4 артерии наиболее крупных отдельно, и итоговый объем кальция показан в последней строке. Что мы имеем? Объем кальция составляет практически 1000 кубических миллиметров, кальциевый индекс составляет 1247. При этом при оценке кальциевого индекса используется указание, можно так сказать, параметров пациента. Да, это возраст и половая группа пациента. Программа автоматически это берет из данных, которые вносятся при записи пациента, мужской пол, возраст, и формирует, собственно говоря, процентиль, 83 процентиля. Данную таблицу можем экспортировать в буфер обмена и далее вставить свой протокол. Ну и что нам это дает? Дает нам это следующее. Уровень кальциевого индекса может быть критерием сортировки пациентов, наблюдающихся у кардиолога, например. Кому делать, кому не делать коронарографию, тратить ли ресурсы финансовые на это, подвергать ли пациента лишнему облучению. Мы все недавно столкнулись с таким явлением, как пандемия, когда количество КТ-исследований существенно возросло, не просто в 2-3 раза, а на порядок. Вот. И все получили свою дозу облучения. В целом в популяции это может иметь последствия. Это не относится к конкретной персоне, да, к конкретному человеку. Не значит, что какие-то будут осложнения, но в целом в популяции это может играть роль. Так вот, мы видим из этой таблицы, что начиная с уровня кальциевого индекса более 100 у пациента возможны гемодинамически значимые стенозы. Ниже 100 возможно наличие незначимых стенозов. С незначимыми стенозами кардиохирург не будет работать. Незначимый стеноз не будет стентироваться. А вот значимый стеноз будет стентироваться, возможно, если это технически возможно. Соответственно, пациенты с индексом выше 100, а тем более с индексом выше 400, в нашем примере 1200, это показания для коронарографии. Такому пациенту будет установлено значимое сужение коронарных артерий и будет произведена оценка возможности лечения с помощью стентирования, шунтирования, таких вариантов. А если же мы получили бы результаты меньше 10, то в принципе маловероятно наличие изменений в коронарных артериях у данного пациента. Вот. Поэтому очень удобный инструмент. Он удобен и рентгенологу, потому что исследование достаточно простое, проводится легко, и просто на ваших глазах вы видели, что я полностью провел данное исследование очень быстро. Полезно кардиологам, потому что они могут использовать этот инструмент в формировании траектории терапии пациента. Вот. Поэтому используем. Здорово. Спасибо большое за потрясающие информативные кейсы и очень подробный рассказ.
Я думаю, все, кто смотрит нашу трансляцию, почерпнули, несомненно, много нового для себя. Единственное, что я хочу напомнить, что если у вас при ознакомлении с программой, при начальном использовании возникают какие-то вопросы, во-первых, у нас есть руководство пользователя, доступное на сайте, по которому можно по веб-версии, например, осуществлять поиск и находить необходимые функции и инструменты, и там достаточно подробно написано, как их использовать. Но если вы что-то не нашли, мы всегда открыты для общения, для ответов на ваши вопросы. Вы можете написать там на сайте в чате, либо на почту, либо позвонить по телефону. Мы всегда вам ответим. Есть вопрос в чате по поводу записи стрима. Да, конечно, мы после того, как стрим пройдет, я думаю, завтра уже появится запись на нашем канале. Ее можно будет посмотреть. Дмитрий, вас все благодарят. Столько Вижу благодарности в тут чате. Прям вопросик еще. Михаил Ионников прекрасно, да. спрашивает. Да, нужно ли обязательно выбирать точку в каждой артерии из таблицы для расчета индекса? Значит, Михаил, если я правильно понял вопрос, да, то, конечно же, нам нужно каждый участок кальция включить в расчет, потому что оценивается именно весь кальций, который присутствует в коронарных артериях. Вот. Нужно ли отдельно каждую артерию выбирать или просто скопом все измерить? Расчет от этого не изменится. Изменится лишь оформление вашей таблицы. Вы можете просто получить общий индекс кальция, кальциевый индекс, и использовать это значение в вашем заключении. Вот, оно будет соответствовать, собственно говоря, тому, отдельно вы каждую артерию посчитали или просто большими вот этими ROI вы измеряли бы на всем сердце. Но есть риск того, что вы, например, туда добавите кальцинацию клапанов сердца, что увеличит кальциевый индекс, но не будет относиться к именно истинному кальциевому индексу. Это будет уже кальций вне коронарных артерий. Вот, поэтому лучше, конечно же, чуть более точно измерять, но важен весь кальций, который определяется. Спасибо за ваш ответ. Ну, пока вопросов нету, я не думаю, что мы... Если будут, в общем, какие-то дальнейшие вопросы, уважаемые зрители и пользователи, задавайте их нам, мы их, если нужно, переадресуем Дмитрию на какие-то вопросы, сами ответим, с удовольствием будем с вами в контакте. Поэтому спасибо, Дмитрий. Я думаю, что на сегодня мы можем закончить. Обязательно с вами увидимся еще. Благодарю вас и до встречи. До свидания. Всего доброго.